Третий день сегодня идет имитация выборов президента Российской Федерации. И это первые выборы на моей памяти, которые идут так ярко. В буквальном смысле ярко, с огоньком. За последние дни произошло около 30 случаев атаки на избирательные участки. Люди поджигают кабинки для голосования, поджигают урны с бюллетенями, заливают их зеленкой, заливают краску в урны для голосования, бросают петарды в избирательные участки. Но, как выяснилось, делают это не из фанатичных революционных настроений, а потому что их развели мошенники с Украины, которые сначала украли у них крупную сумму денег, заставили взять миллионные кредиты, перечислить эти деньги мошенникам, а потом предложили эти деньги вернуть, в обмен на то, что люди пойдут на избирательный участок и испортят бюллетени тем или иным способом. Но потом людям, конечно же, ничего не возвращали и просто потешались над людьми, которые это сделали. Максимум, что я слышал, это человеку перевели 2500 рублей на сам коктейль Молотова. Но никакие деньги им, конечно, не возвращали. В качестве средства атаки выбирают в основном либо зеленку в честь Алексея Навального, потому что именно с зеленкой на него устраивали нападения пропутинские активисты и тетушки, либо просто сжигают урны и кабины для голосования в пламени возмездия. Хороший способ, но, к сожалению, малоэффективный, потому что сжечь бюллетени не удается, а уголовные дела потом заводят на гигантские сроки. И люди скорее отдаются на ровном месте, не нанося значительного урона путинскому режиму. Там что-то около 300 бюллетеней только удалось испоганить. Но я рассчитываю, что мы, конечно, их всех помилуем, как только доберемся до власти, как только путинский режим будет свергнут. Потому что без всякого сомнения они политические узники. А девчонка, которая бросала коктейль Молотова в избирательный участок, вообще не смогла даже пробить окно. И Молотов отрикошетил 2 раза обратно, разбившись в итоге на улице. Одно видео только было, где до урны почти добрались. Там красивый огонек рядом с ней полыхает. Генерал СВР говорит, что это последние выборы, которые планирует проводить путинский режим. А в следующий раз у них в планах просто назначить президента решением Госдумы. Потому что стало понятно, что с каждым разом эти выборы проходят все сложнее и сложнее. И все больше людей не готовы принимать навязанные им правила игры. Но я рассчитываю, что до этого не дойдет, и путинский режим рухнет гораздо раньше, в течение 2024 года. Все эти нападения на избирательные участки показали несколько важных вещей. Первое – это то, что народ ужасающе невротизирован. Психика людей раскачана всей этой кровопролитной войной, всей этой милитаризацией, милитаристской риторикой, бомбежками, ужасающими потерями с обеих сторон. Накачка населения ненавистью через пропаганду, потому что через телевизор льется яд во все стороны каждый день. Так что я не пожалел, что выкинул телевизор в 2014. Второе. Реальная ситуация в стране значительно отличается от того, что пытается декларировать пропаганда. Огромное число людей не согласны с происходящим и выступают против войны. Хотя властям все еще и удается загнать трусливых бюджетников на голосование из-под палки. Третье. Власть не может контролировать ситуацию. Опричников не хватает на то, чтобы эффективно защитить все участки для голосования. И народ даже не может себе представить, насколько слаб сейчас этот тиранический режим, который в состоянии хоть как-то реагировать только после того, как все случилось. И не в состоянии выдержать текущий натиск и хаос, если он начинает происходить повсеместно. И что при хаосе этот режим начинает сразу же сыпаться. Еще нынешняя имитация выборов показала, что путинский режим, окружение умершего Путина, ни в коем случае не намерено отдавать власть мирным путем. И будет уничтожать всех, кто хоть как-то минимально им угрожает. И пытается поставить узурпацию власти бандитами под сомнение. Поэтому делайте выводы сами, какими путями с ними придется разбираться. Пути эти хорошо известны и наглядно показали себя в начале 20 века.